Всем привет! Наверняка вы знаете, что вместе с обновлением eFootball обновляется не только контент в игре, но еще и содержимое ее файлов. И с каждым последующим обновлением мы находим все больше и больше интересностей, которые намекают нам о будущем контенте, будущих режимах, ну и так далее. И обновление до версии 2.6.0 не стало исключением, а именно файлы из Мастер-лиги, новые карточки, новые стадионы в игре и многое-многое другое, что и предлагаю обсудить. В комментариях под этим роликом буду ждать вашего мнения. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Очередное обновление привнесло очередные файлы по Мастер-лиге. Медленно, но верно, по сусекам, но все-таки скребаем будущий контент, ну или по крайней мере содержимое режима. Еще в марте-в апреле мы обсуждали потенциальные катсцены, которые ожидают нас в режиме карьеры за тренера. И уже сейчас мы получаем некоторое содержимое, если можно так выразиться, этих катсцен. Поскольку в файлах игры затесались разного рода элементы, которые могут присутствовать непосредственно в роликах. А именно модельки трофеев в кат-сценах с победой в тех или иных турнирах, и что самое главное, модельки из офиса главного тренера, а именно дверь, стол, документация, кресло, пульт, микрофон, даже сумки присутствуют. В общем, все то, что является неотъемлемой частью футбольной жизни. Это говорит о том, что кат-сцены продолжают разрабатываться, уже, судя по всему, обретают какой-то конкретный вид, и по сути этими небольшими элементами пополняется еще и детализация этих кат-сцен. Но что здесь интереснее всего, так это элементы тренерского кабинета, поскольку мы не возвращались к нему со времен 13 части. Несмотря на кат-сцены в 20 и в 21, отдельных кат-сцен из тренерской мы не наблюдали, в то время как в eFootball, судя по всему, уже увидим. Об этом нам дает понять дверь, которая, судя по всему, и ведет в этот офис, ну и также стол с разного рода бумажками, которые нам, если честно, ни о чем не говорят, потому что на них хрен чё разберешь. Но сам факт наличия всех этих элементов не может не радовать. То есть делаем очередные выводы о том, что Мастер-лига продолжает разрабатываться, уж не знаю в каких семимильными шагами или там побольше, поменьше, но все-таки разрабатывается. А поэтому ожидаем eFootball 2024. Стоит отметить, что ранние находки появились благодаря нашему известному мейкеру Durandil Pes, который сообщил и о следующей не менее интересной находке. А именно, изучая файлы игры, он пришел к выводу, что в игре появились новые слоты для стадионов. И вполне возможно, что со следующими обновлениями, может быть в рамках eFootball 2023, а может быть и вовсе eFootball 2024, мы увидим возвращение старых фейковых стадионов, в том числе и одного лицензионного стадиона в виде Johan Cruyff арены. И, конечно же, как же без новых карточек. С очередным обновлением также пополнилась и база данных игроков, некоторые из которых появились как в первый раз, а другие уже далеко не первый и не второй, и даже, возможно, не в третий. То есть база данных пополнилась в лишний раз легендарными игроками, которые до этого обладали лишь эпическими карточками, ну или на крайний случай легендарными. А на сей раз добавили и бигтаймов, например, для Роберто Карлоса, Руминиги, Оуэна, Лэмпарда, добавили ЭТО в виде эпика, даже для Куба расхошелились на Big Time карточку. Ну и самое интересное, это экзотика. В базе данных эпических карточек затесалась карточка Чичирита прямиком из МЛС, карточка Ачо времен 10-х годов. И как по мне, самый смак — это версии Джей-лиги, Давида Вильи и Фернандо Торреса на исходе их карьеры. Очевидно, что у них будет такая же ситуация, как и с японским Зика, то есть когда у того был 40-летний возраст и у которого скорость и ускорение просто на нуле. Конечно, у них не все так же плохо будет с этим, но очевидно, что конкретно эти версии будут послабее, нежели их предыдущие. Барселоновская, испанская, ливерпульская, ну в общем вы поняли. Но тем не менее будет крайне интересно посмотреть на их модельки, ну и в целом, конечно же, пощупать. Поэтому пишите в комментариях, если захотите увидеть на них обзор в будущем, на втором канале, конечно же. И на этом весь интересный контент, который мог пройти мимо вас, подходит к концу. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, увиденного, как скоро вы ожидаете увидеть Мастер-лигу в eFootball, какие из новоиспеченных карточек в базе данных вас заинтересовали больше всего и кого вы будете пытаться выловить.
пишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, потому что именно ваша активность способствует продвижению роликов и канала соответственно. Подписывайтесь, если находитесь здесь впервые, ну и конечно же прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить на нашем канале. Всем спасибо за просмотр и вашу активность, услышимся уже очень скоро, поэтому не прощаюсь.